Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии, добрые слова. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Какие эмоции к тебе испытывает загаданный тобой мужчина? Сейчас внимательно смотрим, слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада. Расклад общий, девочки, помним. Мои хорошие, в любом случае, нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы и только вы творец своего счастья. Сейчас я сделаю сигнификацию загаданного вами мужчины. Вы о нем, пожалуйста, подумайте. Думаем что-то хорошее. Для начала вспомним его улыбку, глазки, тембр голоса. Назовем его имя. Какой этот мужчина? Если сейчас резонирует, вы его узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Какой мужчина? Ё-моё, да что ж ты будешь делать? Такой подарочек, который разбивает сердца, дьявольски привлекательный. Ну, для вас точно, да? Интересно. Так, сигнификация. Сразу, девочки, первая карта. Все, что вышло, я это озвучиваю. Человек, который, видите, держит за спиной он этот кинжал. И рядом карта черной кошечки. То есть для этого человека норма иметь какие-то, знаете, тайны, недоговоренности, умалчивания, замалчивания каких-либо ситуаций. При этом, к сожалению, по этой карте человек, который может в любой момент вот за спиной воспользоваться этим кинжалом и как-то не очень красиво себя проявить, да, то есть это карта предательства, манипуляций, карта человека, который извлечет выгоду из любой ситуации. Человек, который может использовать какие-то многоходовочки, мягко говоря, свою корость извлечет, да, и опять-таки тут двойные стандарты, это все сюда. Так, при этом для него в идеале желательно оставаться таким серым кардиналом. Не будет он слишком там в открытую переходить в конфронтацию или нагнетать ситуацию. Тут для него очень важно мнение социума, окружающих. Может быть, в принципе, он создает вот такой какой-то образ, амплуа, может быть, над этим даже работает. Знаете, как говорят, первую половину жизни там ты работаешь на какой-то образ, а затем всю оставшуюся жизнь этот образ работает на тебя. Что-то из этой серии. Тут, может быть, он привлекателен внешне, харизматичен. Тут подарочек. Многие женщины его встречают и вот так его считывают. Боже мой, да я этого мужчину ждала всю свою жизнь. Да, это вообще моя вторая половинка. Умеет как-то приспосабливаться. При этом, может быть, знает хорошо психологию. Но человек, у которого, сейчас я уточню, то ли у него разбито сердечко. Да нет, он разбивает женщинам сердечки. При этом ему важно выбирать женщин, не знаете, не с низкой, как это, ладно, как-то моральной ответственностью, или как это говорят. Ну, в общем, ему не интересно с какими-то искушенными там женщинами, которые прошли уже огонь, воду и медные трубы. Нет, ему очень интересно именно эмоции, завоевывать женщин. Вот карта Лилия, это чистота помыслов, намерений, где-то наивных, доверчивых. Очень важно вот подпитываться вот этой энергией, может, восхищением в женских глазах. Очень важно влюбить в себя. Вот тут как будто бы ему вот эта искренность нужна, женская. А при этом по карте дьявол и сочетание вот это вот разбитое сердце, тут, конечно, повторюсь, может быть очень хорошим манипулятором, знать, тут под это уже знать какие-то техники, пикаперские даже. У кого-то, сейчас, девочки, кстати, может использовать даже все эти знания для чего? Для заработка. Тут не в том плане, что он там аферист, да, какой-то. Нет, тут может быть его род деятельности
его способности. Он как-то это все применяет. Для чего? Для зарабатывания денег, да. Тут вплоть до того, что у кого-то это может использовать параллельно, там где-то какие-то, ну, не обязательно прям теневые какие-то схемы, структуры, но человек легко приспосабливается, он улавливает вот эти вот какие-то колебания, да, когда с кем-то можно на одну тему поговорить, да, найти общий язык с другим человеком на другую, при этом умеет монетизировать это все. Тут человек ориентирован на то, чтобы зарабатывать, чтобы даже вот эти знания какие-то, может, по психологии использовать. Не просто так для того, чтобы философские беседы поддерживать, да. А тут он все, что он знает, он вкладывает тут, может быть, в работу, в заработок, какие-то проекты. Такой он тут легко приспосабливаемый, вот если можно так сказать, да, но при этом токсичненький, я вижу, сердца-то разбивает. Привык где-то самоутверждаться, привык вот блистать, вторым быть для него нет, это не вариант этому человеку. Так, ну давайте что-нибудь еще потащим. Опять, вот смотрите, тут черная кошечка, тут. Вы можете с таким человеком прожить очень долго и толком его не знать, и не узнать его. Как будто бы очень много в тени, повторюсь, этих каких-то тайн, ходовочки, это все сюда. Какие-то тут у кого-то схемы. Если в семье он, то тут какая-то черная бухгалтерия, у него может быть свой заработок, семья даже об этом не догадывается. Это все сюда, вот такое. Тут даже многогранный. Интересно, о чем? Ну, у кого-то связь, ну, встреча с ведьмой, ведающей, женщиной, обладающей тайными знаниями, и при этом почему-то тут карта крысы, это сродни вот этой карте. Вполне возможно, с этой женщиной он не очень красиво как-то в отношении нее поступил. Тут подлость, предательство, за спиной что-то, может быть, опять какие-то многоходовочки. Не знаю, посередине лежит карта сад, социум. Может быть, у кого-то отношения, неодобряемые социумом, у кого-то трудно реализуемые отношения, у кого-то как будто женщина не вписалась в этот социум, которому он принадлежит, или, знаете, он там как рыба в воде в этом социуме, да, а она как из другого мира. Это вот все сюда, девочки. Все. Такой мужчина у меня вышел. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, какие эмоции к тебе испытывает загаданный тобой мужчина? Девочки, это актуально вот тогда, когда вы открыли. Может быть, завтра этот человек абсолютно другие будет эмоции испытывать. В моменте, когда вы открыли. Какие эмоции он испытывает? У меня прям случайно карта башня перевернулась, выскочила. Ну, не знаю. Ой, сейчас будем все читать. Начинаем. Какие эмоции испытывает? Ух ты, вот тут вот сразу же двойственность какая-то, диссонанс. Токсично. И тут двойственность черная-белая. То есть легко не будет. Даже ему трудно определиться до конца с эмоциями, которые он, ну, испытывает. Ух ты. Ух ты. А дальше пошли. Тут вообще интересно. Старшие арканы. Отшельники. Карта сила. Угу. Ну, могу сказать, вы не остались незамеченной. Вы прошли, как это говорят, красной нитью, да, сквозь его жизнь. Или проходите сейчас. Ну, в принципе. Так, давайте.
Ага. Ну, у кого-то, сразу скажу, тут последние карты говорят о том, что вы очень похожи, у кого-то, да, у кого-то очень похоже тут соперничество. Тут можете не одна быть у этого мужчины. В каком плане? Опять-таки, кто-то не свободен, у кого-то проходит... мужчина не свободен или вы не свободны, да, то есть третьи лица присутствуют, я должна об этом сказать. И вы проходите больше как, не сколько как партнеры для, может быть, создания этой семейной жизни, хотя у кого-то прям семья была, да, девочки, у кого-то это ваш супруг. Но тут у большинства, как бы там ни было, этот человек вам послан, уж послали так послали. Для чего? Для роста, развития, для вашего. Может быть, даже у кого-то, вопреки всему, вот то, что происходит, может быть, этот человек какие-то запустил в вас механизмы изменения в вашей жизни. Может, вы и не ожидали, и не думали об этом, да? Но вот благодаря ему, получается, как бы там ни было, встречи с ним, у кого-то прям всплеск энергии был, и на этой энергии захотелось стать лучшей версией самой себя. У кого-то, вопреки всему, опять-таки, тут может быть человек и нанес вам травму, да, у кого-то, потому что тут токсичность все-таки, проявления могли быть очень не экологичные, да, давайте так. Но тут женщина через тернии к звездам, как бы вопреки всему, может быть, сказала, да нет. Вот насколько я, допустим, там была влюблена, настолько же там у кого-то разочарование случилось в жизни, да. И тут как будто бы женщина стала сильнее. Несмотря на все это, стала сильнее. Вот какой-то этап прошла. Где-то, может быть, осознала, что если она сама себя не будет любить, ценить, то, соответственно, никто ее не будет ценить и уважать. Так, вот тут такое. Как будто бы, может быть, стала женщина другой, иной. Вот до встречи с этим мужчиной она была одна, да, а тут вот этот мужчина конкретно повлиял на становление ее как личности, как женщины, может быть, на ее самооценку. Какое-то время поднял он эту самооценочку, потом с небес на землю могла рухнуть, да, растоптал кто-то, у кого-то, а потом эта женщина могла собрать себя по кусочкам и сказать, нет, больше такого я не хочу в своей жизни. Вот у кого-то такая история может проиграться. Так, мы вообще смотрим, девочки, эмоции, какие испытывает. Сразу идет диссонанс. Знаете, это в сочетании с вот этой токсичностью и двойственностью, это вплоть до того, что у человека эмоциональные качели. Для него, как говорят, не все так однозначно, да. Он может один день проснуться люблю, на следующий день он может засыпать ненавижу. Эти эмоции в любом случае, они для него разрушительные, токсичные. А он до конца не может определить. Вот честно вам говорю, вот этот спектр эмоций у него до конца он и не понимает, что он в полной мере к вам испытывает. По карте отшельник, вот именно тут в Манаре, видите, тут как оборотень сидит на берегу озера и воет на луну. В связи с чем это связано? Следующая карта сила в Манаре. Девочки, он, может, и не хотел бы он испытывать тех эмоций, которые на него вот накрывает. Он этого не может контролировать. Это то, что не контролируется. Он, допустим, создает образ такого, мачо, неуязвимого, да, победителя, там еще чего-нибудь. А когда закрывается сам с собой наедине, вот бывает для него, накроет его это, и он даже может сидеть по полочкам, пытаться разобрать. Да что ж такое, почему? Да что ж меня на ней клинит? Да в чем дело? Что такое мне там особенное? Тут вплоть до такого может доходить. При этом королева воды. Девочки, что выходит, я озвучиваю. Это любимая женщина. Но женщина, знаете, тут уж специфика, смотрите какая. Именно в Манаре тут жертвенный вариант. Женщина, которая будет ждать, стоять под проливным дождем, пока ее мужчина соберется и придет к ней, да, вот тут послушная, робкая, удобная, вот тут как будто бы могли элементы, извините, как дрессуры
правильно я сказала? Но человек пытался манипулировать, как дрессировать даже вас, под себя как-то пытаться прогнуть, пытаться заставить вас по его правилам, ну, как-то, может, выстраивать эти отношения. Или, в принципе, вот как будто бы он делал вас удобной для себя. Может быть, вы хотели, чтобы он больше там проявлялся, вкладывался в отношения. Не обязательно материально, хотя материально тоже. Тут, скорее всего, вы, может быть, хотели больше внимания, там, ну, чтобы человек временной ресурс тратил, да, там, больше времени с вами проводил. Да? Может быть, элементарно какой-то телефонный звонок, там, узнать про ваше здоровье, самочувствие. Тут вот такое, какие-то, может, мелкие проявления даже. Вот этого, мне кажется, вам больше хотелось бы даже. А тут, вплоть до того, что, мне кажется, человек понимал очень много. И понимал, чего вы даже хотите. Но другое дело, тут 100% мужчина не хотел быть вот этим вот типа подкаблучником, не хотел быть, знаете как, марионеткой. Вот все из этой серии. Тут как будто укрощение строптивой или ну да, строптивой получается. Так, какие к вам испытывает эмоции? Женщина любимая, но она любима, когда она тут, допустим, по его правилам, вот как-то то ли проявляется, то ли вот пока она себя ведет вот так как-то кроткая, удобная, вот тут любимая, вот тут девочки так. Но тут же опять парадокс. Вас-то он видит очень ресурсной. Смотрите, карта княгиня. Эмоции в отношении вас. Он осознает то, что, видите, тут корона на голове у девушки. Кто-то из вас не свободен, кто-то имеет мужчину еще помимо вот этого товарища. Мужчина, кстати, может быть, вкладывается во взаимоотношения. Или, в принципе, он считает, что есть соперничество. Вот тут, повторюсь, может, у него есть еще кто-то, но также можно считать, что и у вас есть выбор. Он не один и не последний мужчина на планете, как будто бы. У вас есть выбор. Опять-таки, эмоции в отношении вас. Сейчас я буду смотреть. Так. Ну, тут вот такой нюанс, я хотела бы тоже это прочесть. Он тут считывал вашу заинтересованность во взаимоотношениях, как будто бы вы больше заинтересованы, по крайней мере, вы проявлялись больше, как будто бы карта желания, вам это нужно было, хотелось быть рядом с ним, как будто бы он вас считал. Может быть, он тоже очень был заинтересован. Тут тяга, тут как будто бы тут сексуальное влечение, карта сила. Вы 100% для него привлекательны. Есть это влечение сексуальное, и тут, как ни крути, королева воды, любимая женщина. И тут карта сила. Женщина, которая влечет, несмотря ни на что. Но я думаю, что человек тут лицо вот это вот держал, может быть, даже подчеркнуто незаинтересованного. И мог манипулировать. И тут он считал, вот смотрите, карта рыба, это желание, да, желание, карта, извините, тут карта лошадь, но я так это буду считывать. И карта княгиня. При всем при том, что женщина ресурсная, интересная, востребованная. Он видел интерес со стороны других мужчин в вашу сторону. По крайней мере, тут мне такое ощущение, как будто бы даже мог и обсуждать даже вас. Ну, не обязательно там негативный какой-то подтекст. Наоборот, тут, скорее всего, знаете, интересная женщина, привлекательная. Но при этом для него было это кайф, это увидеть вашу заинтересованность. Мало того, что заинтересованность, скорее всего, мужчина как-то так пытался выстроить взаимоотношения, дабы вы прикладывали усилия, дабы вы сами как бы чуть ли не то, что нам добивались его, но внимание его. Вот это ему было тут важно. Так, эмоции. Ну, вообще, честно говоря, эмоции у него... Вот, тут его накрывает. Тут карта токсичность и карта наказания. Тут диссонанс, карта письмо. Это я буду считывать как какие-то сообщения о вас, какие-то новости, информация какая-то о вас. Она вот как будто бы его погружает в эти эмоциональные качели. Он, может быть, хотел бы тут кого-то забыть или не реагировать, но
что-то информацию периодически получает. И вообще он считывает вот эту ситуацию, смотрите, безумие, наказание. Тут, если все вместе считать, то это, знаете, как будто бы человека накрывают эмоции, и он считает, что они, ну, скажем так, даже ему это не нужно, это все ему испытывать. Он от этого не кайфует. Тут токсично, тут наказание. Ну, понятно, он сам по себе может еще нагнетать, сам по себе какие-то противоречия, тут дуальность, да, повторюсь, люблю, ненавижу и вообще от любви до ненависти один шаг, все из этой серии. Ну, тут какое-то безумное наказание можно прочесть, да. Интересно. Так, ладно, но в любом случае он видит вас очень ресурсной, интересной. Тут по 9 пентаклей женщина. Одно время эту карту некоторые тарологи читали, это карта Анастасии Волочковой. Знаете, смотрите, балерина, ну, наверное, в те времена, когда она была еще молода, свежа. Ладно, не будем дальше эту тему развивать, но это карта женщины, которая хороша всем. И вот внешне, как будто бы вот он видит вас женщиной, которая, смотрите, тут сидит вот эта балерина в таком роскошном кресле, держит еще какого-то лебедя в руках. То есть женщина внешне привлекательна, не пропадет. Женщина, которая по 9 пентаклей и может заработать и энную сумму денег там из заработка, она тратит на себя. Себя холит, лелеет. Вот тут как будто женщина ухоженная, женщина по большому счету привлекательна для многих. Вот тут так. Так, эмоции. У кого-то эмоции, смотрите, по вот этой карте тут девочка сидит и пытается из этих, тут лунки выскакивают эти зайцы, кролики, она пытается их словить, но у нее это получается тщетно. Это как тщетно. Тут вот в сочетании тщетно он пытается какие-то шансы, они уже упущены. То есть вот эта вот девушка-лебедь, давайте я вас назову лебедем белым, да, вот как будто бы пытается эти шансы какие-то, то ли даже в своей голове продумать, как то ли вернуть назад, то ли прокручивает, а уже как будто бы они упущены. Тут он, видите, тоже фигура, девушка сидит, пишет письма, комкает их, потом разбрасывает и не отправляет. Смысл такой, что тут как будто бы все говорит о эмоции по поводу тут утраченных шансов, возможностей. Вот тут какое-то такое разочарование, как обескураженность. Вот такая вот, как будто бы, может быть, он не до конца даже еще, не то что там созрел человек, а он. Тут карта еще рядом соперничества. С одной стороны, может думать, что у вас есть выбор, какой-то мужчина, может быть, у него. Это все вместе, если прочесть, знаете, человек находится вот в таком каком-то раздрае, и не особо он и счастлив, честно говоря, что это вот его накрывают вот эти эмоции. Вот вы для него тут безумное наказание, женщина, которая влечет, при этом у кого-то ограничения, при этом она любимая, но тут опять-таки, да, вот любимая, но я хочу, чтобы она подчинялась моей воле и вела себя так, как я хочу. И при этом есть четкое понимание того, что с чего вам соглашаться на какие-то форматы, которые вас не устраивают. В любом случае, мы же смотрим на его эмоции, да, у него вот это все гамма чувств, вот эти вот спектр этих эмоций, вот эти все какие-то внутренние конфликты, да, опять-таки, осознание упущенных шансов, возможностей, осознание того, что, опять-таки, а реально, с чего эта женщина должна вот там подчиняться моей воле или делать так, как я хочу. Вот, но при этом это желание остается. Ну, как будто бы это все его сподвигает, тут карта рост развития. Это меняется человек. Вы оказываете тоже на него огромное влияние. Человек вот благодаря вот этим всем каким-то тут загадкам, ребусам и попыткам разобраться, кто вы в его жизни. Тут, с одной стороны, и любимая женщина, и наказание. Ну, человек меняется очень сильно. Тут рост развития идет его.
Такие у меня сегодня истории, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.